Привет всем! Сегодня хотел бы поговорить о сантехнических соединениях. Какое из них является самым лучшим, самым надежным, по моему мнению. Я считаю, что самое лучшее, самое надежное соединение — это лен с герметиком. Это все к этому выводу я пришел в процессе эксплуатации, в процессе работы с сантехникой. Я пробовал и функу, разные виды, и нить, и все остальное. Но я считаю, что лен с герметиком — это самый оптимальный, самый лучший вариант. У этого варианта есть только два минуса небольших. Первый минус — это время. То есть после того, как соединение произведено, надо хотя бы полчаса 40 минут подождать, чтобы герметик маленько подсох, маленько затвердел и сделал более надежное уплотнение резьбы. Второй небольшой минус — это надо всегда с собой иметь какую-нибудь тряпочку, ветошь, чтобы убирать излишки герметика. Но это, я считаю, плюсы этого соединения намного перевешивают минусы. Как его производить наиболее быстро, правильно? Сначала готовим небольшую прядь льна. Но это, конечно, все вырабатывается в процессе опыта. То есть, если нужно, например, просто соединение резьбы и, допустим, нужно накрутить вот это, к примеру, труба, это кран. И нужно просто полностью до конца накрутить кран, чтобы резьба была уплотнена. Вот здесь, как видите, ровно 4 оборота делает резьба и упирается. Если нужно просто накрутить, и неважно в каком положении зафиксировать кран, тогда льна берем по минимуму, примерно вот такое вот количество. Причем это еще в процессе еще можно его чуть-чуть убавить. Берем немного герметика. Смазываем резьбу. Равномерно. Излишек утираем. Берем лен. Можно чуть-чуть его вот так вот скатать, особенно на кончике, чтобы для удобства пользования. Потом, чтобы не путаться в направлении резьбы, берем всегда резьбу в левую руку, правой рукой берем лен. Также можно и с функой делать, и совсем. Берем лен и кончик снизу подводим под трубу. Если это движение довести до автоматизма некоторого, то потом оно само собой возникает, и не нужно думать, в какую сторону крутить лен или функу. Кончик фиксируем примерно вот на конце резьбы, и потом начинаем накручивать ее на начало. Но смотрим примерно вот так вот примерно уже и хватит. Но это в том случае, если нам нужно просто накрутить кран на резьбу. Берем. Так, и вот считаем. Раз, два, три, 4 оборота сделали. Излишек чуть-чуть убрали тут герметика. И все. Ждем 40 минут.
и пользуемся 100 лет. То есть этому соединению ничего не делается. У каждого из этих составляющих есть свои минусы. Герметик, он слишком мягкий. То есть, если резьбу накрутить и с одним только герметиком, она тоже будет держать напор воды, не будет протекать. Но малейший сдвиг, и все, уже начнет протекать по резьбе вода. Если один только лен наматывать, ну, не все могут намотать так лен, чтобы он хорошо держал воду. Лично я этим даже не заморачивался, то есть я сразу стал применять лен вместе с герметиком. Лен придает соединению жесткость, чего опять же не дает фумка. Если соединять фумкой, ее, во-первых, фумку крутить надо обязательно до конца, до упора, то есть докрутил и все. Не дай бог чуть-чуть назад сместился кран, все, уже вода по фумке будет протекать. Потом вот это вот соединение, оно позволяет некоторые смещения назад. То есть, если кран чуть-чуть назад открутишь, лен, он там маленько размахрится на резьбе. Герметик, если еще не застыл, то вода протекать не будет. С фумкой такого позволить себе нельзя. Чем еще мне нравится вот этот вот способ соединения, это тем, что не всегда нужно, ну, допустим, вот эта труба, она зафиксирована уже жестко, уже там припаяна, прикручена к стене. А мне нужно кран, например, выставить, чтобы, а вот здесь, допустим, стена. А мне нужно кран выставить так, чтобы он был вот в таком положении. И накручивая соединение с фумкой, получится, что при полном обороте кран, допустим, заходит вот сюда. Он будет упираться в стену, это неудобно. Что в этом случае делать? В этом случае просто берем побольше льна, ну раза в два, наматываем на резьбу. Также с герметиком делаем. И когда кран будем накручивать, не доходя там пол оборота до конечной, ну допустим, до вот такого положения, не доходя полоборота, лен уже придаст жесткость соединения. То есть он уже будет идти с большим усилием. Мы кран просто не докручиваем, оставляем в таком положении, и все. Герметик высыхает, лен придал уже соединению жесткость, и мы уже можем пользоваться, кран открывать, закрывать, он уже не будет смещаться и вызывать потом протечку по резьбе. Ну вот, все, что я хотел сказать по этому поводу. Всем спасибо за внимание, всем пока.